Художник на севере. Расскажите, пожалуйста, как вы едите на большие расстояния на пленэр? Что с собой берете, когда смотр с красками проходите? Нужно подтверждение, что в тюбиках краски, а не что-то запрещенное. Какие вообще нюансы перелетов со всем своим скарбом? В багаж сдаю краски, вручную кладь не разрешают, масляные. Чтобы они там как-то доехали, в самолете их кидают всяко. Я каждый тюбик запаковываю в бумажное полотенце, каждый тюбик, и укладываю в коробочку, чтобы они не протыкали друг друга остриями. Растворитель не кладу, покупаю на месте, потому что не разрешено. Так, как досмотр с красками проходит, потому что краски масляные не запрещены. В ручной кладе нет. Что с собой беру, я могу на телеграме написать, какие краски беру. Кстати, уже как-то, по-моему, писал, неважно, еще продублирую. Какими я вообще работаю красками, какими цветами. Нужно подтверждение, что в тюбиках краски ничего не нужно. Просто говорите художник краски. А что у вас вот это вот, кассетник спрашивает. А это, говорю, пустые холсты. Покажите. Показываю. Кассетник это у меня, вообще у него размер разрешенный, 40 на 50, а в глубину, у меня там сантиметров 20. По-разному я набираю вот эти брикеты. Есть 308 видео, номер 308. В плейлисте посмотрите, по-моему, лайфхаки такой плейлист. И там материалы как раз для живописи, там все написано. Что это такое кассетник, он у меня двухсторонний, из вспененного полистирола сделан. Его беру с собой в ручную кладь, он не тяжелый. Вот так, если есть еще вопросы, задавайте, я отвечу с удовольствием. Depicting Space. Странная, конечно, картина. Это о портрете Виктории, который мы писали. Я писал на классе, и студенты писали, коллеги тоже на классе. Как будто вы смотрите на модель через стекло в ванной. Я люблю подглядывать в ванной. Кстати, если не ошибаюсь, у модели лицо покрыто тональным кремом. Разве это не мешает разбору цвета на лице? А что ж мешает? Если, например, даже в тональном креме я, например, осветить меня оранжевым цветом, а с этой стороны холодным, то все равно будет разделение. Поделится на одну часть и на другую. Вот это надо, главное, в портрете улавливать. А тональным лицо покрыто кремом или пяточным, например, разницы никакой нет. Все равно будет освещаться. Зависит от цвета светильников, если они есть. Либо просто на природе как есть. Главное, чтобы были видны нос, глаза. Пудрой можно запудрить. Все равно будет все как на телевидении, на телевизоре. Всех пудрят, почем не зря. Так что Depicting Space не мешает эта вся пудра и тональный крем. Алена Прайс, интересно, что для вас значит написано живописно? Кто-то говорит, живопись – это рефлексы и теплохолодность. Кто-то живописно скажет просто о работе в цвете. А кто-то недавно назвал работу в Гризайле живописной. Что же такое живописно? В Гризайле это графично скорее, там один же цвет. А живописно, когда есть разные цвета, мне кажется. И вы правы, Алена, потому что для, например, глаза Репина, условно, если бы он, или Врубеля, который раз посмотрел на работу, я не знаю, кого-нибудь из известных кого-нибудь, просто посмотрел бы он, представим себе такую ситуацию. Думаю, что вряд ли бы было для маэстро это живописно. Значит, это зависит напрямую от глаза, накопленного опыта, видения того, кто смотрит. Поэтому красота-то в глазах смотрящего. Она находится внутри.
то, как мы видим, по-разному, естественно, все. Вот это определяющее. Через какой вот окуляр, через лупу кто смотрит, разная у всех лупа. У кого-то как кристаллы, калейдоскоп такой, они видят цвет во всем. А у кого-то ничего нет. Просто серое стекло. И видение живописное зависит от человека, от насмотренности, от его влюбленности в живопись. Как это ни странно. Если человек влюблен, его сердце открыто, открывается. Он хочет еще больше его открыть, раздвинуть рамки. И он ездит в музеи, покупает альбомы, книги, картины. И постепенно сильнее влюбляется в живописность. Это некая наша подготовка, наше участие в том, что являют миру художники в искусстве, анализ, размышления. Нужно научиться читать живописное произведение. И главное, чтобы понять, что живописно, что нет, нужно всматриваться с точки зрения не что изображено, а как написано. А для этого нужно сравнивать. Просто в музее, лучше, наверное, в музее каком-нибудь Дорсе или, я не знаю, Метрополитен, посмотреть на ряд картин, которые являются общепризнанными, и найти свою линию, что ли, то, что интересно тебе, вот, по-настоящему. Просто это, конечно, не разложить все по полочкам, это не сухой такой анализ. Здесь вот 3 килограмма краски истрачено, а здесь вообще в растирочку. Здесь много фигур, а здесь всего одна, а почему такая ценность разная? Да? Так может быть, это одна фигура так написана, что вообще девушка с сережкой, понимаешь ли. И эта картина может быть достоянием человечества, потому что это так написано. Такое впечатление на всех производит, что, мама дорогая, такого нет. Другого такого произведения нет. И художник уже почил. И никто не может так повторить. Повторить-то может, а написать новое так, чтобы это было неповторимо, удивительно. А? Тут поискать. То есть это наше участие, мое такое мнение. А каждый будет по-разному, конечно, говорить, что вот это вот живописное на какой-нибудь квадрат там серый, а другой будет говорить на, я не знаю, Фешина. И оба будут правы, у каждого своя правда. Как один петербургский поэт Владимир Поляков написал: «Хотите, я скажу вам правду? Спасибо, у меня своя». Он такие двустишие пишет удивительные. Вся эта штука с живописностью еще сводится к понятию гармонии, а это у каждого свое ощущение гармонии. Одна картина, будут все толпами стоять у нее, а художник-профессионал может вообще мимо пройти. Только беглый взгляд, моментально художник считывает, насколько она гармонична, по пятну, да, в каком балансе находятся пятна просто на картине, даже издалека это видно. Этот баланс тебя вообще цепляет или нет? Есть в нем изюминка или нет? Или все обычно, я не знаю, из года в год то, что ты видишь и видишь везде, как будто бы, не знаю, конвейер такой. Так вот, если это выходит за рамки конвейера, и если пятна эти сбалансированы, художник-профессионал может подойти и уже разглядеть, и насладиться, как пятна сочетаются друг с другом. А потом уже, может быть, если туда еще содержание заложено, он еще поразмышляет о том, что там. Но сначала как? По одежке мы встречаем человека. А может быть, даже и не по одежке. То есть мы считываем сразу, чего он вообще стоит. Стоит ли с ним общаться, подходить, говорить, насколько можно ему раскрыться. Мы же чувствуем сразу, по первому взгляду, так и здесь. А вы что скажете, друзья? Это очень глубокая тема на, я не знаю, на всю нашу жизнь. Будем об этом размышлять вместе. Через месяц, 21 мая, я проведу портретный класс. Будет позировать мужчина в ярких одеждах, много цвета.
Можно будет писать поясной портрет с руками, просто голову, просто фигуру в интерьере. Кто как хочет, любую задачу можно ставить. И поработаем, может быть, даже побольше формат возьмем. Но 40 на 50 примерно хороший. Так что поработаем серьезно, закрепим, закроем эту тему портретную. На самом деле она вечная, конечно. Портрет писать это большая школа. Нужно работать и работать, работать над портретом, чтобы достичь мастерства. Это прекрасная возможность изучить форму и почувствовать цвет. На все мои уроки в онлайн-школе скидки 10%. Заходите, не стесняйтесь. Анонс для примерок. К каждому уроку анонс есть. Посмотрите, выберите что-нибудь. Вчера я написал вот эту работу, натюрморт с яблоками и сиренью. Такие бабушкины пиловички, постелил на траве, разложил яблоки, купил разноцветных яблок. Сирень, благо, сейчас цветет, поставил сирень. Вы видите каждый замес, вы видите каждое движение кисти с объяснениями. Задача сложная. Захотелось в тот момент, вчера, сделать ее декоративно, показать солнце. И чтобы это было и убедительно, и современно, и не дописано где-то. Как эта волна эмоций переходит, вмораживается в холст. То, что я показываю, я предлагаю сделать нечто подобное самим вам.